2019 год. Ухань. Мир начинает охватывать новая пандемия, никому непонятная угроза. Паника, что делать, куда бежать, что покупать. Кажется, что мир изменится полностью, от прошлой жизни не останется ничего. Мечты, перспективы и планы начинают трансформироваться или исчезать. 2019 год для многих стал началом жизни ежика в тумане. Пандемия, начало и обострение военных конфликтов по всему миру. Приближающаяся угроза ядерной войны. Из всех щелей лезет негативная информация о новых трагедиях, сильнейших землетрясениях, ухудшении экологической и экономической ситуации. Кажется, что мир сошел с ума и бежать уже некуда. Но на самом ли деле все так беспросветно печально? Действительно ли не осталось на Земле ни единого островка благодати, на котором можно спрятаться? На этот вопрос я решил сегодня ответить через призму истории. Досмотрев это видео до конца, вы сможете понять, что место, в котором вам хотелось бы находиться, существует. Просто совершенно не там, где вы искали. Черная смерть. Что вы знаете об этом периоде в истории нашей цивилизации? То, что это было когда-то давно, унесло много человеческих жизней и осталось отголоском в нашей культуре и учебниках истории, в целом все так. Происходившая эпидемия чумы в Европе с 1346 по 1353 годы была ужасающей по своим масштабам карой Господней. Во всяком случае, именно на божественное проявление списывали чуму в те времена. Начав свое распространение из Китая, она прошлась по огромной части нашей планеты. Начиная Африкой и Ближним Востоком, заканчивая некоторыми регионами современной России. Черная смерть чрезвычайно быстро распространялась. Имела колоссальную смертность. Медицина той эпохи не была готова к таким ударам и не могла предоставить достойную помощь пострадавшим. Больной умирал в течение нескольких дней после появления симптомов. По подсчетам современных ученых, только в Европе болезнь унесла 25 миллионов жизней. Это чуть больше 30% населения Европы на тот момент. И это число продолжало бы увеличиваться с той же скоростью, если бы не начали появляться меры противодействия. Я говорю не о прогоне скота по городу для очистки воздуха, а было и такое. Я говорю о карантинных мерах, о улучшении санитарных практик и развитии медицины. Это все помогло снизить влияние чумы и в будущем быстрее принимать меры по борьбе с угрозами, подобными этой. Тот момент, когда ситуация в мире начала улучшаться, то и демография очень быстро улучшилась. Население Европы в короткие сроки стало больше, чем было до эпидемии. Конечно, это произошло из-за целостного изменения контекста, в котором тогда нам пришлось бы жить. Но сегодня мы в эти дебри не пойдем, нам туда не надо. Но мысль о том, что все вернулось как минимум к статусу кво, то и стало лучше, подчеркните и запомните. Теперь давайте вместе с вами перенесемся в будущее. Первая мировая война. Подходит к концу, одна из самых страшных войн в истории человечества завершается, унеся за собой 10 миллионов человеческих жизней. Разрушенные города нужно восстанавливать. Остается куча вопросов о том, кто и кому должен заплатить репарации, и что с этими деньгами делать в будущем. Но уже начинается перекрой бытовой жизни. Накал страстей спадает, у людей потихоньку появляется понимание, что можно начинать жить иначе и восполнять дыру, которую оставил период страха, голода и смерти. В это же время в большинстве стран начинает расти экономика. Отдельно отличилась Америка. Не так сильно пострадав, она семимильными шагами шла вперед в светлое будущее. Производства вновь начали развиваться. Придумываются новые технологии, скорость создания новых продуктов на рынке возрастает и может удовлетворить спрос. С конвейеров Генри Форда один за одним сходят автомобили. Города по ночам освещает электрический свет, а на улицах можно слышать рев моторов. Появляется новая одежда, а за ним и новый стиль. Музыка и кино развиваются, создавая новые смыслы. В Америке начинает действовать сухой закон, начиная новую эру мафии, которая по американским улицам на полной скорости развозит алкоголь по подпольным барам. Рост экономики практически в 2 раза. И в головах людей появляется коварная мысль.
Так будет всегда. Но эта иллюзия была разрушена очень быстро. С фондовой биржи сорвали пластырь, после чего все увидели огромный лопнувший загноившийся пузырь. За несколько дней после черного четверга было продано невероятное количество акций. Фондовый рынок потерпел крах. Акции стали никому не нужны. Это запустило цепную реакцию. Вслед за обвалом акций люди начали массово забирать свои сбережения из банков, что привело к закрытию большего количества банков. Это по цепочке повлияло на предприятия, которые не могли позволить себе работать на тех же мощностях, что и раньше, что вынудило их или сокращать штат, или вовсе закрыться вслед за банками. В Америке резко выросла безработица. Миллионы американцев оказались блохастыми дворнягами, оставленными на лужайке рынка труда, которому нечего было им предложить. Может быть, вы, будучи неспособными обеспечить себя и семью обычной едой и крышей над головой, бежите покупать новый iPhone, сумочку жене и оформляете билеты, резервируя места в ресторанах для предстоящего отдыха. Но в подавляющем большинстве люди так не делают. Они сокращают расходы, стараются не покупать лишнего и вообще ждут, когда пыль уляжется. Из-за чего закрываются все новые и новые производства, отели и рестораны, магазины, все то, в чем человек не нуждается в первую очередь, закрывается. Это приводит к выбрасыванию еще больших порций блохастых на улицу. Правительство, погрязнув во всем этом ароматизирующем болоте, пытается барахтаться. В целом, до прихода барона Мюнхгаузена, который собственноручно вытаскивает себя и лошадь за волосы из болота, у них ничего толком не получается. И старое правительство во главе с Эдгаром Гувером уходит на дно. Этим бароном Мюнхгаузеном, который пришел на смену утопленникам, был Франклин Рузвельт, а конем под ним была Америка. Поочередно начинались изменения в экономической системе, появились страхования вкладов, а также именно в этот период был отменен золотой стандарт по отношению к доллару, что развязало руки правительству и позволило напечатать деньги для направления их на поддержание экономики. С помощью этих денег смогли помочь восстановиться предприятиям и фермерам. У людей вновь начали появляться деньги, а за ними и желание их тратить. Это запустило еще одну цепную реакцию, но уже в обратную сторону улучшения экономической ситуации. Покупая товары, люди создавали спрос, на который сразу слетались новые производства, готовые начать работать и продавать свои товары. Шестеренки экономики начали двигаться интенсивнее. Полностью нивелировать негативное влияние Великой депрессии смогла Вторая мировая война. Во времена Второй мировой Америка смогла очень хорошо заработать. В то время все производства были направлены на создание всего для военной машины, своей армии и на продажу армиям союзников. Получив сравнительно небольшой урон и одержав победу в войне, Америка смогла унести с поля боя все, что только могла. И в 50-е годы жизнь среднего американца можно было назвать сказочной. Вот так вот, от одной мировой войны до другой, Америка потерпела взлеты экономики и ее падение, почувствовала голод с бедностью, а потом опять восстановилась и погрузилась в эпоху благоденствия. В будущем и по сей день в экономике всего мира происходят такие же американские горки. Так можно разбирать практически любое событие в истории человечества. Войну, эпидемию, экологическую или техногенную катастрофу. Даже смотря на стихийные бедствия, извержения вулканов, наводнения, землетрясений и так далее, что вроде от нас не зависит, можно увидеть, что в момент их происшествия это очень трагично и разрушительно. Но человечество учится, восстанавливается, принимает меры предосторожности и придумывает, как предсказывать и предотвращать такие катастрофы. А если они случаются, то мы теперь способны более эффективно помогать пострадавшим. Мы стараемся минимизировать человеческие жертвы и избегать катастрофических разрушений. Отвечая на вопрос из начала видео, где находится место, в котором хотелось бы находиться? Где же все-таки рай на земле? Я отвечу, что рая нет. И дать конкретную точку на карте я тоже не могу. Нас и здесь неплохо кормят. Но я могу сказать, что это место все-таки существует. Оно находится в пространстве времени, в будущем.
Я верю, что у нас еще будет возможность побывать в мире, где вместо тьмы в конце туннеля будет зеленый парк, в котором мы сможем выбирать направление движения. И вероятнее всего, после прогулки по этому восхитительному парку возможностей, мы опять попадем в тот же самый туннель. Но давайте хотя бы попробуем. Попробуем раз и навсегда туда не возвращаться.